Марина уложила полуторагодовалого сына спать и тихо опустилась на диван рядом с мужем. День выдался насыщенным, и супруги решили пораньше лечь. «Саша, тебе не показалось, что Мася вчера ночью как-то странно себя вела?» Голос Марины звучал с тревогой. «Не придумывай. С нашей старушкой все в порядке». Александр устроился поудобнее, перевернулся на бок и зевнул. Несмотря на беспокойство жены, мужчина был уверен. С их кошкой Масей все в норме. Вот уже 8 лет она жила с ними. За это время Мася зарекомендовала себя как умнейшее и ласковое животное с выразительным характером. «Наша Мася почти человек», — не раз удивлялась Марина, восхищенно наблюдая за очередной сообразительной выходкой любимицы. Александр души не чаял в питомице, которую однажды взял из приюта в Вильнюсе, когда она была еще маленьким пушистым комочком. Кошки — одни из самых интеллектуально развитых домашних животных. Ученые приравнивают их когнитивные способности к уровню 2-летнего ребенка. Александр, хоть и не имел специального образования, считал себя знатоком кошачьей психологии. Да и многие любители животных с годами обрастают уверенностью в своих знаниях о питомцах. С появлением в их семье сына Максима Мася резко изменила привычки. Теперь она почти все время находилась в детской, забравшись на полочку над изголовьем кроватки. Так прошел год. Максим научился вставать, держась за бортик кроватки, лепетал первые слова и с удовольствием тянул ручонки к пушистой подруге. Ребенок полюбил кошку всем сердцем. И, казалось, между ними сформировалась крепкая дружба. Но однажды ночью Марина сквозь сон услышала, как Мася с шипением и низким рыком реагирует на что-то в детской. Однако она не проснулась полностью, а утром, вспомнив ночной эпизод, решила, что это, вероятно, ей приснилось. Следующей ночью кошка снова вела себя тревожно. Марина на этот раз не поленилась встать и заглянуть в детскую. То, что она увидела, повергло ее в шок. Мася сидела, выгнув спину и распушив хвост, напротив детской кроватки. Максим стоял внутри, держась за бортик, и с испуганными глазами смотрел на кошку. «Мася, прекрати!» — повысила голос Марина. Пришлось повторить команду несколько раз, прежде чем кошка перестала издавать злобные звуки. Но она все еще напряженно смотрела в сторону мальчика. Марина схватила сына и унесла в спальню. Кошка осталась одна в детской. В наказание. Утром Александр удивленно посмотрел на спящего в их кровати ребенка. Что случилось? Марина рассказала о ночном инциденте. Александр не стал спорить, пошел в детскую, осмотрел обстановку. Ничего странного. Все на своих местах, Мася вела себя спокойно. Тем не менее, он решил выяснить, что вызывает такую реакцию у кошки. На следующую ночь супруги договорились не тревожить Масю, а понаблюдать через детскую камеру. И снова, в полночь, напряженный шипящий звук. Камера передала, как кошка поднялась и встала в стойку. Ее шерсть вздыбилась. Максим проснулся и заплакал. Родители сразу же вбежали в комнату, и Мася отступила. «Ты слышишь, она даже в нашей спальне теперь шипит», — говорила Марина. «Не понимаю, она не в себе?» Марина была напугана. «Может, ее в приют отдать?» «Ты в своем уме?» Александр резко поднялся с кровати. «Ты хочешь избавиться от нее за то, что она кого-то охраняет? Мне иногда кажется, что ты больше ее любишь, чем сына». Слова жены задели его. «Ты перегибаешь. Мася — часть семьи. Я уверен, она защищает Макса, а не угрожает ему». Слезы выступили у Александра. Он не мог и думать о том, чтобы бросить Масю. «Если она снова зашипит, я выведу ее в коридор», — твердо сказала Марина. Он промолчал и ушел на кухню.
Кошка, почувствовав одиночество хозяина, слабо мяукнула, но Александр не ответил. Марина же вспомнила, как недавно их кошка спасла котенка, которого занесло на оживленную улицу в центре Вильнюса. Мася тогда бросилась под машину, чтобы столкнуть малыша на тротуар. Прохожие не сразу поняли, в чем дело, и даже начали кричать: «Смотрите, кошка набросилась на котенка». Только мужчина с балкона второго этажа объяснил суть. Она его спасла. Автомобиль сдавал назад прямо на малыша. Александр тогда вывел кошку из-под толпы и повел домой. Позже он познакомился с тем мужчиной, Павлом Леонидовичем, преподавателем зоологии и коллекционером насекомых. Однажды Павел показал Александру свою коллекцию — десятки стеклянных контейнеров с тропическими и ядовитыми насекомыми. «Это красотка Латродектус», — указал он на одного из пауков. «Очень опасный. Но в неволе они ведут себя спокойно». Александр с интересом рассматривал экспозицию. Вечером Александр решил, что, чтобы разобраться в ситуации, нужно действовать. Он встретился с другом Артемом. «Ты же сам знаешь, она не агрессивная. Может, стоит вторую камеру поставить?» «Согласен. Я тоже думаю, причина не в кошке». В тот же вечер Марина встречалась с подругой. «Настя, скажи, почему мой муж так носится с этой Масей?» «Может, у него травма детства?» — пошутила подруга. «Он говорит, что она член семьи и твердит, что никогда ее не предаст. Да я и не прошу предавать. Я прошу защитить сына». «Высели его из спальни», — посоветовала Настя. «Пусть сам ночует с этой кошкой». Марина задумалась. А вечером за ужином разговор был коротким. «Саша, я не оставлю Масю рядом с ребенком. А я хочу, чтобы ты сегодня одна поспала в спальне. Мы с Максом и Масей в детской». Женщина была ошарашена, но на этом и договорились. Ночью все в доме спали. Мася спокойно лежала у изголовья. Прошел час. Мася резко подняла голову, замерла. Ее усы дрожали, глаза расширились. Кошка медленно встала, выгнулась и зашипела, направив взгляд в угол. Александр включил фонарик. В углу стены медленно ползло черное пятно. «Вот ты где?» — прошептал он. Свет осветил мохнатого паука почти с детскую ладонь размером. Александр быстро убрал кроватку в сторону, схватил банку и ловко поймал паука. В комнату вбежала Марина. «Что это?» «Паук. Ядовитый. Но теперь все в порядке». Утром он понес банку Павлу Леонидовичу. «Это мой каракурт. Он сбежал. Господи, он смертельно ядовит». Александр молча вышел, не желая слушать оправдания. Марине он сказал только одно: «Мася нас спасла». В прямом смысле. Жена обняла кошку. «Прости меня, Мася». Из комнаты раздался голос. «Киса», — звал ее Максим. Кошка побежала в детскую, гордо подняв хвост. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.